Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами уже 12 декабря. Обращаем на это ваше внимание. И сегодня у нас с вами последний день перед новолунием. Так что, друзья, вы используйте наши советы и рекомендации. Мы вчера выставили видео касательно новолуния. Это последнее новолуние в 2023 году, но оно очень важно. Поэтому после просмотра этого видео перейдите обязательно на наш канал и буквально одно или первое или второе видео касательно новолуния прослушайте его, потому что там очень будет много важной, полезной, нужной, интересной информации. Также, что нужно сделать в декабре, чтобы весь 2024 год для вас прошел удачно и благополучно. Ну а сегодня 12 декабря, друзья, вторник, убывающая луна в знаке зодиака Стрелец. Обращаем ваше внимание, что это последний день перед новолунием. И у многих людей сегодня достаточно сложно будут сказываться их эмоциональная жизнь. Все это будет очень сильно влиять. Поэтому очень важно сегодня правильно провести этот день. Кроме того, сегодня у нас с вами, друзья, зеркальная дата, 12 декабря. Но именно в этот день очень важно провести одну интересную практику. Вам нужно написать одну циферку, и эти циферки помогут вам соединиться с энергиями космоса и привлечь те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны. Давайте далее, друзья, все более по порядку. Итак, сегодня у нас с вами, как мы уже сказали, 29-е лунные сутки. А что же этот день несет? Вы знаете, сегодня хоть и тяжело энергетически, потому что уже энергии не хватает из космоса, люди находятся кто-то в апатии, но немножечко осталось, друзья, и завтра, 13 декабря, у нас с вами новолуние в знаке зодиака Стрелец. Но сегодня у нас 12 декабря, и нам нужно с вами к этому новолунию подготовиться. Кроме того, у нас завтра еще и появляется на небосклоне ретроградный Меркурий, который продлится до начала января. Но сегодняшний день нужно провести в гармонии, в любви. В этот день постарайтесь завершить все начатые в этом месяце дела и не забывайте подводить итоги. У каждого они будут свои, но главное уметь выводы. Что же касательно новых дел, новых проектов, открытия бизнеса мы не рекомендуем сегодня, 12 декабря, это делать. Также сегодня не стремитесь строить какие-то глобальные планы, лучше подождите уже начала растущей луны. А сегодня, хотя сегодня и рабочий у нас с вами день, но старайтесь больше уделять внимание отдыху, радости, созерцанию красоты. Старайтесь в этот день и не поддаваться на энергии, негативные энергии людей, которые будут находиться в вашем окружении, потому что людям не хватает энергии, они начинают питаться за счет других. Также обращаем ваше внимание, что в этот день достаточно сильно усиливается интуиция, открывается дар предвидения, возникают какие-то верные предчувствия. Поэтому, если вам сегодня ваша интуиция подсказывает, что туда не надо ехать, не идти, не стоит звонить, договариваться, что-то тогда не стоит этого делать. Почему? Потому что высшие силы сегодня на вашей стороне, и они пытаются именно вам помочь. И ваша задача увидеть эти знаки, эти подсказки. Кроме того, знаете и о том, что если вы видите, что у вас что-то не получается, если вы видите, что прямо как-то день не удался, не расстраивайтесь, потому что это все-таки очень часто бывает такое время именно перед новолунием. Поэтому завершайте дела. Лучше, конечно же, если есть какие-то дела важные, откладывайте их и старайтесь уделять внимание себе. Что же касательно бизнеса, что же касательно денег, то сегодня лучше завершать дела. А лучше всего отдать время для отдыха, для размышлений. Возможно, у вас в этот день придут какие-то идеи, но, друзья, это не повод их реализовывать. Знаете, даже если прямо вы думаете, что вот вы сейчас за это возьметесь, у вас все в руках будет гореть, все-таки лучше в этот день, 12 декабря, не спешите, лучше отложите дела. Что же касательно отношений, то сегодня самым лучшим образом это будет подходить день для того, чтобы общаться со своими близкими, родными людьми.
с родственниками, с давними друзьями. Это будет лучший день для вас. Обращаем на это особое ваше внимание. Что же касательно здоровья, то сегодня опасно перенапрягать свой мозг, противопоказаны и острые резкие запахи. Следует сегодня подумать об избавлении от дурных привычек. У каждого это свои, потому что это самый наилучший день для этого. Что же касательно пищи, то пища должна быть легкой, не грубой и не мясной. Если мы говорим о стрижке волос на этот день, 12 декабря, то стрижка волос может привлечь угрозу встречи с несчастьем. Поэтому 10 раз подумайте о том, стоит ли вам сегодня заниматься своими волосами. Также сегодня хорошо изготавливать обереги для дома и изготавливать именно своими руками. Также обращаем ваше внимание, постарайтесь сегодня своего дома вынести вот все лишнее, все ненужное, то, что мешает вам двигаться дальше. Возможно, у вас лежат какие-то вещи, техника, уделите внимание кухне. Конечно, рабочий день, иногда это сложно, но все-таки хотя бы в вечернее время постарайтесь хотя бы разгрузить хотя бы немножечко свое пространство. И знаете, что завтра новолуние, 13 декабря, и кроме того, завтра еще цифра 13, она такая вот магическая достаточно. Поэтому еще раз, если вы видите, что завтра что-то будет не получаться, будут не так обстоять дела, не расстраивайтесь, не психуйте. И не рвите сердце, потому что, вот такие дни бывают, когда очень сложно именно гармонизировать те или иные моменты. Также, если вы сегодня услышите лай собаки, это вам такой, знаете, знак предупреждения от высших сил, что допущена какая-то ошибка на жизненном пути в данный момент. И, как правило, эта ошибка допущена за текущий месяц, и вам нужно ее постараться исправить. Также старайтесь сегодня как можно меньше рассказывать о своих планах, о своих целях, задачах, потому что это просто-навсего ни к чему. Люди сегодня, ввиду того, что могут не видеть каких-то моментов, могут быть, соответственно, невнимательными. Поэтому, если вы, например, сегодня работаете с деньгами, берете сдачу в магазине, или с вами рассчитываются по зарплате, то обязательно пересчитывайте деньги. Никому в этот день, 12 декабря, не доверяйте. Не потому, что люди вас хотят обмануть, а просто люди невнимательны, не хватает энергии, соответственно. Люди видят одно, а в реальности вообще другое. Если вы работаете с документами, если вы работаете с цифрами, то ваша задача тоже быть очень внимательными и осторожными, потому что сегодня, в этот день, 12 декабря, цифры, буквы, бумаги и могут сыграть с вами злую шутку. И при этом вы увидеть эту ошибку можете даже через полгода, год. Поэтому, чтобы потом не было разочарований, боли, нервозности, нужно обязательно продумать это сейчас. Что же касательно встреч, свиданий, то сегодня не стоит этого делать, потому что ни к чему хорошему не приведет. То есть дальше отношения не будут толком развиваться, а только будут тянуть жизненную энергию. Поэтому обратите на это внимание. Что же касательно денег, то сегодня поберегите свой кошелек, свою сумку и вообще старайтесь сегодня меньше кому-либо показывать, что у вас внутри в вашем кошельке. Даже когда вы рассчитываете сегодня в супермаркете, большая просьба не стараться всем показать свой кошелек. Есть такие барышни, мужчины, которые считают, что нужно показать всем, что у них в кошельке. Вы должны понимать и то, что вас могут сглазить просто, знаете, кто-то может просто глазом посмотреть на ваши деньги в вашем кошельке, и вы все со временем у вас пойдет не так, как вы бы хотели. Поэтому 10 раз думайте о том, что вы делаете. Также сегодня не стоит делать какие-то крупные покупки, сегодня не стоит делать на что-либо тратить деньги. Да, если вам нужно купить сегодня хлеб, молоко, то да. А вот что-то глобальное, большое, делать какие-то закупки сегодня в этот день не стоит. Также обращаем ваше внимание, что сегодня люди эгоисты в какой-то степени, люди не слышат и не слушают друг друга, поэтому если у вас сегодня какой-то серьезный разговор, то помните о том, что он просто-навсего может состояться на повышенных тонах или при разговоре не будет понимания той или иной ситуации. Поэтому ваша задача быть стараться внимательным, осторожным и даже, возможно, сосредоточенным.
Также в этот день не стоит принимать никаких решений, особенно если это касается каких-то кардинальных перемен, потому что через пару дней все прояснится, и вы поймете, что этого не стоило делать. Вообще сейчас не спешите, даже если вам сегодня предлагают открыть какой-то бизнес, заняться каким-то делом и так далее, не спешите. Энергетика этого дня не предполагает для созидания, и, соответственно, вы можете наделать больше ошибок, и это может привести не очень хорошим последствиям. Также сегодня не стоит общаться со своим начальством, избегайте любых контактов, потому что ни к чему хорошему, доброму, как говорится, это не приведет. Только могут развиться непонимание и негатив. Также сегодня не стоит менять место работы, даже если вам обещают на новом месте работы золотые горы. Почему? Потому что это все не осуществится, это все не реализуется, и вы будете только расстроены, и вы не будете знать, как вам поступать. Также, что касательно недвижимости, то в этот день лучше недвижимостью не заниматься ни покупкой, ни продажей, ни обменом. Даже если вы хотите сегодня размещать объявления, не стоит именно делать в этот день, 12 декабря, ни к чему хорошему это не приведет. То есть даже размещая сегодня объявления, ваши потенциальные покупатели даже не будут видеть ваше объявление. Вот настолько энергетика дня, настолько может быть такая вот неадекватная и может привести к каким-то вот таким вот последствиям. Поэтому лучше сегодня отдыхайте. Есть возможность пойти на массаж, спа-салон, лучше это всего сделать. Также сегодня не стоит выяснять отношения, это ни к чему хорошему не приведет. Если мы говорим о зачатии, то сегодняшний день вполне подходящий для зачатия. Сегодняшний день вполне подходит и для физических нагрузок. В этот день можно заниматься небольшими домашними делами, делать уборку, но главное, не перенапрягайтесь. Если вы любите носить камни, полудрагоценные камни, то рекомендуем вам чистить и очищать. Что же касательно снов, то сны не только исполняются, но и приносят большую желанную радость. Теперь давайте поговорим, что же нам Архангел Михаил говорит на этот день, 12 декабря. Итак, друзья, выпала карта, которая звучит следующим образом. Уделите внимание вашим мечтам. Вы должны понимать и осознавать, что пришло время для мечтаний, для того, чтобы ваши желания были проговорены, сказаны. Но для начала вам нужно освободиться от страхов и постараться найти нового себя. Также, когда вы будете ложиться спать сегодня, обязательно продумайте то, что бы вы хотели иметь в своей жизни. У каждого это будет свое, но главное, чтобы вы это понимали. Также вы сегодня можете со своими близкими, родными людьми обсуждать те темы, которые вас волнуют. То есть именно темы, которые касаются вашего ближайшего будущего. Например, как отметить Рождество, Новый год, с кем вы хотите это сделать, что вы хотите видеть на столе и так далее, и так далее. Многие скажут, что вся семья не принимает в этом участие. Нет, все-таки подумайте. Кроме того, тоже наряжать елку. Это у нас целая традиция, да, у нас, поэтому очень важно, чтобы это было все сделано в созерцании и в любви. Также постарайтесь сегодня пораньше лечь спать, потому что ваше тело должно напитаться правильной энергией. Далее, друзья, хотим вам дать молитву, которую рекомендуем вам в этот день ее произнести. И звучит она следующим образом. Спасибо, что дал мне уснуть и помог насладиться чудесным отдыхом. Архангел Михаил, я приглашаю тебя в мой сон как учителя, проводника и целителя. Прошу, дай мне понять. Здесь опишите ситуацию на духовном уровне и защити меня. Напоминаю всем, что слова этой молитвы будут в описании к этому видео. И, друзья, сегодня очень важный день, хотя сегодня зеркальная дата и день перед новолунием, но сегодня очень важно правильно сонастроиться с энергиями Вселенной.
Поэтому сегодня на зеркале, желательно, чтобы зеркало было чистое, это может быть и в прихожей, и в гостиной, вам нужно написать следующую комбинацию цифр: 71, 51. И далее скажите: я чудо Вселенной, я достояние мира, я дар Божий, я чудо, достояние и дар, я привлекаю деньги, я умножаю свои доходы. Девочки и мальчики, очень важно, чтобы вот эти слова вы также переписали в комментарии к этому видео, потому что таким образом вы лучше активируете эти слова. Далее, на следующий день, уже 13 декабря, когда вам будет удобно, вы можете стереть эти 4 цифры, но вы уже, что немаловажно, запустили определенные процессы в своей жизни. Вот такой, друзья, у нас с вами день, 12 декабря. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, а прямо сейчас на экране, друзья, увидите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.